я в Альфе служил долго очень. Потом в другую структуру перешел, силовую. Ну, вот также занимаюсь подготовкой таких же вот в другой структуре людей, которые работают как специально в другой структуре, скажем. Снаряжение похоже у них на настоящее? Ну, снаряжение нормально, что я ж не боевое, но есть не боевое, понятно, да? Вот эти вот дополнительные все навесы, они... Ну, опять же, для чего? Смотря для чего. Все имеет свою функциональную, логическую, да, там, составляющую. Если нужны коллиматорные прицелы, да, то не нужны. Если не нужны они, то они не нужны. Всем не нацепишь их. А зачем коллиматор, вот, например, цепляют? Ну, близкие дистанции хорошо идут. А какие минусы у коллиматора? Да как и во всех остальных прицелов, такого типа. Будет дым, что-то еще, он будет просто не видеть, либо мимо бить. Вот и все. То есть коллиматор это не панацея? Да нет, конечно, панацеи вообще не существует. Маски, например, вот очки противоосколочные, да, которые закрывают это все. Это насколько часто вообще и когда это одевают? Потому что хардболисты они все, получается, всегда в этих очках. Ну, ребятам, конечно, понятно, меры безопасности, от стекло отлетело, осколки далеко летят. Лучше, конечно, в очках тактических, понятное дело, всем безопасно. Зачем здоровье терять на ровном месте? Правильно делают, и что одевают очки тактические. Да и все, кто работает, они часто все одевают. Потому что мало ли стекло разбилось, что-то еще, ну, кто в реальной жизни, да, работает, одевают тактические очки. Стараются одевать. Есть люди, которые, ну, просто не нравится в тактических очках работать, они их просто не одевают. Ну, большинство, да, потому что полетели стекла, и считают, что можешь остаться без глаз на ровном месте, а зачем? Тем более, это же не война, это реально, ну, игра, да, в конечном итоге. Только, опять же, если любая нагрузка, стрельба начинается, тактические очки, они потеть начинают. Сразу, мгновенно, да, то есть есть там способ. Вот берется шампунь, чуть-чуть прям капля, да, там воды туда плюется, капля, и растирается по очкам изнутри. И потом, как бы ты не потел, очки остаются прозрачными. Сейчас они будут делать вход в помещение. Вот и они как бы разделяли, сейчас вот объясняет их, да, капитан команды, что сначала смотрит угол, потом центр, потом ну вот он заход. Смотрит, опять же, вот он сейчас будет отклоняться, да, от основной оси, вот, раз погнал туда, и сейчас будет отклоняться, да. Это все пошло откуда-то, вот, с западных вариантов, там подсмотреть вот это вот. Опять же, вот хватка пистолета у него уже неправильно. Непонятно, какая функция. Вот он так держит пистолет на перекрестных руках, да? С фонарем, в смысле? Ну, с фонарем, вот он, руку поддерживает, рука у него поддерживает другую руку. Какой смысл так держать оружие? То есть никакого смысла нет. Он фонарь, по-моему, с фонарем светит. Неважно, что с фонарем он будет светить, что он руку поддерживает без фонаря. Ну, вот. Вообще неправильно абсолютно, потому что вот сейчас он идет. Даже светит он, не светит. У него неустойчивое положение пистолета. То есть любое у него резкое будет движение куда-либо, он просто не будет стрелять никуда. А как вообще вот, ну, если заходить, то как это есть? Ну вот, это начинает поняться, давай туда смотреть. Да. В принципе, это не есть правильно. Вот эти клонения. Скажем так, как так же клоняешься, видно тебя, и то же самое, если кто-то там смотрит. Вот и все. А как надо? Да по-разному все. Если кто-то просто, то что будет, это хорошо проем такой, да, без двери. А если дверь будет? Что, мы будем дверь открывать так вот, посмотреть, ничего не увидим. В принципе, перед входом в здание придется разведка, да, есть окна, это есть первый этаж, там есть второй этаж. Перед входом это разведка, что где может находиться. То есть люди лежат там иногда часами, иногда и больше. Кто смотрит, где что находится. Не удалось доразведывать, если сходу вот такое мероприятие, то дверь открывается, люди просто влетают. Что там находится за дверью? На двери может растяжка стоять. Все может быть. Это если вот планируются боевые действия, да, как зачистка. Если считается, что это боевые действия. Если проем нет дверей, да, то лучше опуститься на колено. Тебя не ожидает снизу, как правило. Люди всегда рассчитывают на что? Что будет такой же, да, красавец против тебя. Соответственно, и по высоте то же самое. Опустился на колено, подсмотрел, никого не нашел. Даже летают все. У них тут двойная комната, да, вот, например. Чисто видно одна туда, да, проходная, да, как называется. Гостиничного типа. Эта комната. Ну, сейчас они будут входить. Этот вот крючок, как он говорит, да, то есть, в принципе, он тут, да, он вообще нигде не может. Потому что это все так придумано. Те, кто книжки пишет, они должны за деньги получать. Там, ну, это понятно, да, что ворвались, влетели туда, все, и зачистка такая серьезная, граната туда ушла, все, то есть где-то в зоне боевых действий там фигачится все, что шевелится.
Потому что есть, да, если заложники, то другой вариант. А если боевые действия без заложников и там долбится во все, что шевелится, и только скорость наша, как говорится, товарищ и друг. Скорость, внезапность. Все, и бахнуть туда гранатой. Все, дали очередь по всем углам и пошли дальше. Даже не вылазя, не заходя туда? Ну да, даже не заходя. Просто один заскочил, второй на контроле стоит, он просто вот смотрел. Потому что кто-то проскочил, как правило, да, врываются, все проскакивают вперед, занимают позицию, там, если перекрестие каких-либо коридоров, лучше занять позицию там. Сзади уже пошли, там, они чистят комнату. Кто-то один остался, может, несколько человек остался в резерв возле входа, они просто коридор контролируют. Все в начале, эти в конце. Если тут что-то, они просто подтягиваются туда. Но, как правило, бой внутри здания он распадается на мелкие группы, и все, реальный бой, да, и погнал там процесс, там все мешаются, перемешиваются. Лучше, конечно, взял его на руки, да, какие-нибудь повязки, там, белые какие-то скуты накинули, чтобы своих отличать. Потому что там будет пыль чумовая. Вот, и от выстрелов, от штукатурки, от всего лететь, от взрывов. Там будет очень все в пыли, все в дыму. Пороховые газы тоже будут, если мы говорим про реалии, да, присутствовать. Они тоже заполняют коридоры и комнаты и все остальное прочее. Ну да, но опять же, да, в зависимости от ситуации, штурм идет не только там через двери. Если такой реальный бой в городе, как правило, происходит проломы или через окна, потому что двери могут стоять все на растяжках. Ну, не все, а часть на растяжках. И никто не знает, будет там растяжка, не будет эта растяжка. Через окна, через проломы входят, там, где реально их не будет. Просто знают, потому что пролом сделан только что там, да, где-то. Ну, вот окна опять же есть там. И, ну, желательно с доразведкой, это понятно. Не получилось доразведка, идет сходу все это дело. Ну, тоже, значит, надо смотреть. А подрывы бывают стены? Бывает, да. Когда невозможно пройти, взрывать, да, часть стены. Но опять же, смотрим, что взрывает. Пластик несущую там не взорвешь. Повезло, не повезло, что же не узнаешь. Повезло там кирпичная, да, межкомнатная, не бабах, не удастся проскочить. Прошли через это где-то что-то, не удалось проскочить. Да. Взрывают, конечно, все делают. А вот щиты они используют. Так, есть такое, что проскакивает первый номер со щитом и дальше все входят? Ну да, идет впереди человек со щитом, и он проходит до конца там коридора или комнаты какой-то, заходит туда, и из-за него там выскакивают, да, есть такое. А вот то, что сейчас у них пробегало именно первый номер, он через проем пробегает. Ну и что? Как бы бок подставляет, получается. Ну, или он должен прикрываться? Вот ни один человек с такой скоростью не выстрелит, чтобы в этот проем даже ожидаем. Почему работают на скорости, да, стараются на скорости работать, чтобы меньше дать шансов прицельно выстрелить. В принципе, скоростная стрельба тоже вот неожиданная, да, на что рассчитана, да, что ты, в принципе, даже подготовленный очень сильно сотрудник какого-то спецподразделения, ну, да, он там сжег там 1000 этих патронов, он может, там, в принципе, выстрелить метко, сходу. Как правило, все равно тут же рассасываются, у него же привычка там, за какие-то укрытия оттуда сходу стреляют. Но если уж совсем ответная местность сходу, то, как правило, не обстреливают, а просто в его сторону хотя бы лупанут. Ну, не близко, да, стреляют, не попадают, как правило, потому что уже практика большая, да, настрела. И все, и уже дальше там уходит с линии огня, то есть перемещается, смещается, набивает его. Противника сбивают. Ну да, потому что вот так вот с проходом, ну кто так вот выстрелит из этой комнаты навскидку по пробежавшему человеку, ну это нереально. То есть, а вот бомбануть так, с такой скоростью, с такой навскидон, мимо тебя проскочить. Поэтому быстро работают, стараются быстро работать. Там пробежали те, эти забежали в комнату, быстро там либо застрелили, там, либо захватили, либо арестовали. А вот щиты, которые настоящие, они насколько крепкие вообще? Ну вообще держат, конечно. Они что держат? Автомат Калашникова? Да, а пулемет Калашникова держит? Пулемет продержит, я думаю, что... Но СВД в здании, шибко сильно ты из него не выстрелишь. Ну пулемет держит. Ну, очередь не выдержит, наверное, потому что все-таки очередь сметет человека, это понятно. В смысле, она чисто технически его отобьет, да? Конечно. Но не пробьет щит, да? Ну, может не пробить, смотря, все зависит от дистанции и угол попадания в этот щит. Она может попасть, и там не надо, чтобы она пробивала, и так-то руки отлетят. И все с этим щитом вместе. Поэтому все-таки он больше рассчитан там, на пистолет какой-то там. Если, допустим, нужно резко штурмовать, а возможно там растяжка на двери,
как что в этом случае? Ты ничего не сделаешь. Что с этим случаем сделаешь? Кто же знает? Ну, открываешь, ждешь? Ну как ждешь? Или Открываешь, растяжка сразу сработает. Дверь открыл, вышел. Потому что если дверь открывается внутрь, есть наружу. Все по-разному. Здесь нет панацеи. Это когда время бой идет, бой реально, да, в городских условиях. Да там что угадаешь? Там ничего не угадаешь. Люди подрывались. И даже зная, что ценой здесь кинуть гранату, если куда, да, но опять же. Вот сейчас они бросили вот... Ну, это хорошо, дверь открывается внутрь, хорошо, наружу цепанул, тут же взорвалось. И что? Да, ты эту растяжку еще не видишь, ее просто не видно. А вот эта растяжка, она, если, скажем, вот, она может быть очень сильно мощной, что там стену снесло, скажем, Ну, да? стену не снесло, там граната хватит так один по подвешенном состоянии, эргового, да, который сметет всех, кто будет там стоять возле этой двери. Вот и рискует, да, то есть остальные просто отходят дальше под этой двери, там, он пробует ногой там, или каким-то предметом, инструментом, да, долбануть по этой двери, либо открыть ее, туда кинуть гранату. Может так? А вообще вот сама по себе граната, когда она взрывается в таком маленьком помещении, это... Там чума. Очень мало приятного, конечно. Ну, это контузия обязательно? Ну, гарантированно, скорее всего, очень большая степень гарантии. Ну, а человек потом совсем не дееспособен? Ну, почему? Нет, конечно, может работать. В зависимости, опять же, тут не угадать. Вот именно такие моменты, они там могут и гранатомет поставить на растяжку. Там долбанет так, что всех по стенам разнесет. То если это здание готовилось к обороне заранее, значит, наверняка есть. Если оно не готовится, тоже это можно понять, да, в принципе, что к чему, почему. Ну, для этого делается разведка всегда. Есть длинный коридор. Хорошо, когда длинный коридор, да? Но, во-первых, в этом коридоре снайпер не шибко сильно. Если он в обороне сидит, да, одно дело, но он из окон по подходящему противнику стреляет. Если это бесшумное оружие, он где-то сел, то будет это сидеть снайпер бесшумным оружием или просто это бесшумное оружие, это не имеет значения, да? Потому что так и так оно достаточно тихо стреляет, так, ну, хорошо работает. А снайпер, то что? Они, как правило, сидят либо снаружи, люди, это они же, в принципе, разведчики снайпера всех спецподразделений. Они выползают на позиции, они смотрят расположение противника, да, в этих комнатах, там, что там возможно, как, чего. То есть максимальная информация от кого это от них, приходит снайперов. Снимают тех там перед штурмом, кого вообще видят. Даже, то есть, прикрывают там подходящие там группы, да, за окном, будут заходить в здание. Потом заходят, они, как правило, остаются, выполняют функцию, они снимают все охрану, снимают всех, кто в здании видимый на момент штурма, дают возможность, прикрывать момент входа в здание. И это сам. И они потом, как резервная группа, да, уже входят. Где-то надо помогать, там видно, бой идет, да, где-то держались, там где-то что-то помощь нужна, они уже идут туда, да, контролируют коридор. Там снайпер, может, и снайперская пара. Да, может, коридор длинный. Ну, если длинный коридор, да. И идут за подразделением, и тоже сам принимают участие в бою. Ворвали в здание, значит, он там уже по своему, ну, тоже по своему усмотрению. Есть определенное, да, там, либо он опять держит, не дает подойти к резервам, там, держит оборону в комнате или стреляет из комнаты куда-то по внешней там, стороне, да, либо уже воюют, как все остальные. Какая разница, уже снайпером, не снайпером, не имеет значения. В принципе, потому что боец тоже такой же, будет долбиться, тоже так же обороняться, тоже так же отстреливаться. Похоже на правду, что они делают? Ну, опять же, вот они делают везде, заходят там и так далее, да, то есть они не рассчитывают, что они получат, ну, всегда любая игра, это все-таки есть игра, да, они не рассчитывают, что получат в ответ именно такой отстрел, что они упадут и умрут, или получат ранение. Все-таки игра, элемент игры в любом случае как бы давит, да, на это дело. Вот. Но опять же, если мы защищаем здание во время ведения боевых действий, это один вариант ведения боевых действий, тогда вот это не похоже. Потому что, да, кидают гранаты во все комнаты, фактически, да, стреляют на все, что шевелится. Потери не будут всегда, здесь не бывает такого. То есть одна сторона совсем дурная, другая вот на такие красивые, на такие подготовленные. Как бы не были подготовлены, все равно потери будут, потому что в здании это все... Ну, во время любой там боестолкновения очень много таких вещей, которые не учат, ну, учесть нереально невозможно. Может, будет выстрел первый же, да, в здании, что-то в лесу, там все рассосутся мгновенно по этим по углам, ну, подготовленные люди, да, по каким-то там, любой выступ, любой там что-то, они, это будет уже укрытие, да, они будут за него там стрелять, они будут за него долбить, да, будут там закидывать гранату вперед, да, чтобы проскочить, вот, занять какую-то более выгодную позицию, или там
стороны окон пытаться войти. То есть, ну, будут смотреть варианты. Но для этого нужна, опять же, разведка хотя бы, да, понимать, что это за здание такое вообще. А какие гранаты кидают в основном в здании? Да все кидают подряд, все, что не именно вот осколочные или светошумовые? Да какие светошумовые? Там то будет с собой на войну, так сказать, светошумовые. Она снимает растяжки. Она, грубо говоря, в момент взрыва она ослепляет, там, подавляет, осколками закидывает. То есть входит фактически с осколками, да, то есть штурмующая группа, она не ждет, когда она взорвется. Они метнули, если там примерно знают, что там кто-то есть. Если знают, кто есть, надо подавить. Они прям тут же под этот шум взрыв они входят, там, уничтожают до конца противника. То есть, ну, отрабатывать. Взрыв пакетом, как правило, работает. Кто работает, отрабатывает это дело. Взрыв пакет уже за ним вход. Взрыв пакет за ним вход. Быстрый заскок, проскакивание здания, заход. Остановили, но остановят где-то, да, ну что. Дальше по ситуации. Значит, бой будет идти, да, в этом коридоре позиционно, или если не оттянутся, вынесут потери, оттянутся, долбанет туда артиллерия, если с возможностью, или танк подойдет. В Чечне, вот, или в Дагестане, пожалуйста, там же никто, если нет заложников, никто не защищает вообще эти здания. Да, подъезжает техника, гранатометов побольше, огнеметов, РГОшек. Все, там все сносится, там снайпера отработали, пока все это там не уничтожится, то никто не заходит. Какой смысл терять потери, нести ради зачистки каких-то, понятно. Соответственно, если ради игры, да, другой разговор. Можно здесь несколько способов, там, да, тот же полицейский применить, там, да, с медленным проходом, с отсмотром этих комнат. Вот. Можно применить там быстрый, да, заскочили, влетели в эту комнату, там, всех убили, вышли, да, как ради игры, там, или арестовали, вышли. То есть, смотрите, штурмные здания, они все разные, есть полицейские, да, вот вход. Где нельзя там кидать гранаты? Естественно, понятно, что там у них есть задание, вот город в Москве, квартира, вот вы киньте там гранаты. Завтра вы уже прекратите свою службу на этом, и еще будете под судом находиться, да, там, или убьете человека. Там. Может, у него травматический пистолет всего-навсего, да, поэтому ваш такой союзник. Скорость, неожиданность. Да, вы влетели, вынь туда. Вот. Вы можете кинуть ПСЗ, там, например, да, звуковую, но опять же, это все, ну, так бы... Серьезно дело. Серьезно, да, потому что вы человеку можете там... Инвалидом сделать, он будет там вообще не при делах, может, он случайно находится. Поэтому здесь такие вещи. А заложник освобождения, это вообще другая операция, это совершенно другая операция. Там ее готовить надо очень серьезно, очень долго, потому что все-таки заложники, это серьезные вещи. Уже не всех пустят, ни один спецназ, кроме группы А, наверное, или там вымпела, не подпустят сложных заложников близко. Не на контроле, например, да, там, спецназ, не тоже МВД. Таким вещам, ну, имеется в виду, такие серьезные, когда вещи происходят. Не один там заложник, пьяница взял заложники свою тещу, там, ради денег, это понятно. А вот такие серьезные вещи, когда, да, реально заложники. Ну, да, ну, Буденновск самый такой сильный, да, Первомайская, Нордост, Ислам, да, самый такой, скажем так. Кроме этих подразделений, которые натасканы на освобождение заложников, с такой подготовкой сильной, да, мощнейшей, там никто не подпустит к этому делу. А вот в играх вот этих военных, там, как правило, однохитовка, что называется, или двуххитовка. Там либо одно попадание, и игрок считается пораженным, уходит с поля, либо бывает два попадания, но если, допустим, если там в корпус и в голову попало, то все равно с одного попадания, а если в руку, то еще дается дополнительно, скажем, жизнь. Насколько вообще вот прилетают пули в бронежилет, к примеру, в реальном? Бронежилеты держат. Ну, часто прилетают пули, скажем? Ну так, не прилетают, не часто. Я не так, что скажу, что прям часто. То есть тем, кто работает, да, и прилетает. Это на войне, ну, имеется в виду, не здесь, не полицейские, а такие вот войсковые или освобожденные заложники операции, конечно, прилетают. Люди получают бронежилеты, пули, то есть потом с синяками ходят такими, и не по одной получают. За одну операцию, скажем? Да, за одну операцию не по одной пуле получают более. Так что... А вот, допустим, ранение в руку, в ногу, насколько это серьезные вообще вещи могут быть? Ну, если у вас попадет пуля по мягким тканям, то в принципе, кровь будет идти, будет больно, но вы сможете там какое-то время реально вести бой дальше без проблем воевать. Если пойдет вам в кость, то у вас уже не до войны, потому что он там снесет, то все провиснет тут же, наверное. Много попадет в кость. Все, вы ногой там больше сумасшедший, ногой вы перестанете владеть.
Дальше вас только смогут оттуда эвакуировать, вытащить с поля боя. Ну, как боец вы уже, скорее всего, будете нулевым. Ранение куча, масса вариантов. Там, разных рваных от гранат, там, контузационных, которые тоже там человек вырубает. Ну, тут все, как говорится, вытаскивают, выносят там из-под огня, уже там оказывают какую-то медицинскую помощь. И ну, на месте понятно, да, что стараются, потому что если кровь там идет, срочно останавливается, понятно. Какие-то обезболивающие вкалывают, чтобы его эвакуировать. Ну, потому что когда они в кость, это человек без сознания уже находится, потому что болевой шок очень сильный. Шлемы, например, которые применяются при штурмах, вот тяжелые именно, они пистолет держат? Да не держат пистолет, ребят. Они держат осколки, они держат там какие-то, то есть полетел там кирпич, что-то еще, они держат. Пистолетные пули они не держат. Потому что что такое удар пистолетной пули по каске? Даже если она выдержит, то шейные позвонки просто перебьются. Сразу мгновенно. То есть вот ты каска попала, пуля в голову, там удар мощнейший. И все. Готово. Даже вот ПМ, а ПМ и пуля что? Она, если на 25 метров пущена, а то и на 10, там убойная сила сумасшедшая. Она хоть, конечно, не такого останавливающего есть, не автоматная, понятно, но ну, шейные позвонки сломают, чем лучше. Ну, может, человек жив останется, конечно. Ну, это чудо, это такие вещи. То есть попадание в голову это... Да, понятное дело, что это все. Либо инвалид на всю жизнь, либо все сразу просто. Что лучше, неизвестно. А ракушки носят какие-то защитные, вот, пах, которые прикрывают? Ну, бронежилеты есть такие, да. Модификация бронежилета специально для паха такая. А держит она? Ну, держит, да, реально. Я знаю даже один случай, когда туда именно попал человек, он никогда не носил. Взял просто вот, одел один раз, и его прям туда и попало. И нормально все. Команды, которые, скажем, не самые уж начинающие, обязательно есть рации. Ну хорошо. Вот. А вот в реальных, вот, скажем, в реальных подразделениях не в каждый боец оборудован? Конечно, у каждого радиостанция как. А она работает именно вот внутри своего, скажем, взвода или на широкой волне? Ну, если можно там поставить у себя и на широкую включить. Какое у вас впечатление вот, складывается после вот, просмотра, например? Не, ну что, ребята молодцы, они, у каждого есть шахматисты, есть баскетболисты, да, у них свое вот есть такое, да, например. Ну, молодцы, а что? Реально что-то изучают, это опять же, да, то есть реально чем-то занимаются активно, да, скажем так. Он не пошел там в пивной бар, там, да, не сел каждый выходной, там, да, по 3 литра пива там на спор. Хотя это тоже, в принципе, какой-то там развлекуха, да. У них они на свежем воздухе двигаются, они учатся там, они просматривают литературу, все равно они что-то уже знают, да, они отрабатывают там какие-то свои. Я понимаю, что там вот он там говорит, там, заход крючком там и так далее. Это все вот как бы оно, ну, люди, которые там, не надо написать какую-то диссертацию, что-то еще, это не мешает там крючком, там, первый какой-то вход, там, с накоплением, там, ну, с накоплением есть там перед штурмом, да, там, квартира, когда взрыв идет, там, да, не оттягиваются, там, скапливаются, чтобы там быстро скачать после взрыва, туда войти в квартиру, если дверь выносит взрыв, да, ну, вот. Ну, что, молодцы, что-то изучают, ну, не что-то там, а изучают, они пытаются это действовать, пытаются это все дело провернуть в жизнь. Это же не просто так, это надо найти какое-то здание, надо экипироваться, надо схватить самое сложное, наверное, народ, опять же, да, под это дело, подбить их, собрать, организовать, вывести. Ну, это же миллион организаторские, скажем так, способности у людей должны быть, да, должен быть интерес. Они поехали там, стали заниматься, да, каким-то там. Домой вдруг пригодится жизнь, да, кто его знает, что там на жизни пригодится. Кто знает, они завтра... Ну, в 93-м году, пожалуйста, в Москве начались там, да, или там в 91-м, 93-м. Хорошо они не развились, какие-то эти события, да, разовьются. Во всяком случае, свою семью там, да, люди защитят. Чем же это плохо? Пусть они даже фантазийны, пусть они немножко оторваны от реальности. Семья — это тоже родина. Поэтому какое тут качество? Любовь к родине, вот и все, я считаю. Если там мы говорим о партизанах, да, или о тех, кто воевал там Великой Отечественной. Ну, особенно или в первую очередь о партизанах, да, потому что они нерегулярная армия и там шло на своем каком-то, да,